Всем привет! Вы на канале Куратив, и в этом видеоуроке вы узнаете, как настраивать тег мягкого тела в программе Cinema 4D. Начнем! Открою Cinema 4D, включу в сцене отображение сетки полигонов. И для примера буду использовать куб и сферу. Сразу добавлю полигонов на куб, потому что тег мягкого тела работает с полигонами. Чем больше, тем качественнее будет деформация. А в сфере я поставлю икосайдер, потому что при симуляции лучше иметь равномерную сетку полигонов. Добавлю к кубику и сфере тег мягкого тела и на сцену добавлю тег взаимодействия. Запущу симуляцию, и как видим, идет сильная деформация. Чтобы это исправить, для этого нужно подготовить сцену. Перехожу в настройки сцены, динамика и расширено. Здесь нужно увеличить эти две вкладки. И стоит их увеличивать равномерно. Например, я увеличу их на 5. Теперь, если включить симуляцию, то не будет такой сильной деформации. Перейдем к настройке тегов. Выделю их. И первая настройка – это структура. Это связь точек между собой и их деформация. Поставлю на единицу. Включу симуляцию и видим, что происходит сильная деформация. Теперь поставлю на 1000 и видим, что деформация становится меньше. Восстановлю стандартные значения. Далее вторая настройка. Это поперечная сила. Эта настройка – связь между точками внутри полигона. Поставлю также на единицу. Включу симуляцию. И видим на примере кубика, что после как оно деформировалось, начинается вращаться и становится совсем плоской. Поставлю 1000. И наблюдаем, что особо изменений нет. Верну стандартное значение. Далее настройки изгиб. Это связь сохранения углов. Поставлю единицу. И видим, что сильно начинает деформироваться. Также сделаем 1000. И видим, что поверхность куба не так сильно деформируется, как раньше. Верну стандартные настройки. Обычно все настройки на минимально не ставят. Теперь поговорим о затухании во всех вкладках. Давайте поставлю все затухания на единицу. Лучше затухание менять сразу во всех одинаково. Видим, как объект начинает прыгать. Затухание отвечает за прыгучесть объекта. Вернем все настройки в стандартные значения. Далее вкладка «Жесткость». Это похоже чем-то на структуру.
Давайте уменьшим структуру на 10. Сейчас объекты сильно расплющиваются. Но если увеличить жесткость на 3, то деформация будет не такой сильной. Не стоит ставить большие цифры в жесткости. Примерно до 5 или 8. Далее вкладка давления. Чем выше давление, тем объект сильнее вздувается. Если увеличить сохранение объема, то объект будет пытаться сохранить свой прежний вид. Снова поставлю все стандартные настройки. Все эти вкладки можно анимировать. Приступим к созданию анимации. Уменьшить структуру. Нажму на Play. И остановлюсь примерно здесь. Добавлю ключ к жесткости, давлению и сохранению. Перейду на один кадр вперед и увеличу их. Посмотрим, как это получилось. Запечем динамику. Для этого переходим в настройки сцены. Далее динамика и кэш. Нажимаем на запечь. Видим, что теги запеклись, поменяли свои значки. Давайте уберем видимость линий полигонов. Добавим в сцену тень и Ambient Occlusion. Также на объект поставим Subdivide Surface. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Если у вас есть вопросы, можете задать их в комментариях под видео или написать мне в социальных сетях. Также прошу вас поддержать канал донатом. Ссылка в описании. Всем спасибо и пока!